Там открыл ресторан Гордон Рамзи. Не ходите туда. Боже, у меня все заблокировалось. Об этом даже писали газеты, как президент бежал за козлом. Оказались мы здесь по двум причинам, никак не связанным с верой. Всем привет! С вами программа «Понаехали и остались». В этот раз мы понаехали в город Вашингтон, столицу США. Для справки, в Америке есть 87 городов и поселков с таким названием, а на северо-западе страны есть даже штат, который называется Вашингтон. Официальное название столицы США – Вашингтон, округ Колумбия, или по-английски Washington District of Columbia. Но американцы очень часто сокращают это название до двух букв – DC. В общем, мы находимся в DC, в Вашингтоне, и вокруг Вашингтона будет крутиться сегодня вся наша программа, буквально. За нашей спиной находится знаменитый монумент Вашингтону, и сейчас мы собираемся подняться на самую его вершину. Монумент Джорджу Вашингтону – самое высокое сооружение столицы США и самый большой обелиск в мире. Его высота – 169 метров. Официальное открытие монумента состоялось 140 лет назад. Estimating 10 minutes before catastrophic failure. Суперспособностей у нас нет, поэтому по стене не полезем. А возьмем билеты и поднимемся наверх, как обычные люди. В кассах, которые располагаются недалеко от обелиска, билеты можно получить бесплатно. Нужно лишь рано утром занять очередь. Я пришел к кассе в 6:20 и оказался первым. Первым пришел, первым ушел. Размер очереди можете оценить сами. Билеты в итоге достанутся примерно 10-й части тех, кого вы видите. Один человек может взять не более 6 билетов. Изначально лифт внутри монумента Вашингтону работал на паровом двигателе, и подъем до смотровой площадки занимал около 20 минут. За 140 лет производилось 4 модернизации лифтового оборудования, и теперь подъем занимает чуть более минуты. Говорят, что в первый лифт не пускали женщин и детей. Тогда считалось, что это опасное оборудование. Поэтому мужчины поднимались на смотровую площадку в лифте, а женщины и дети шли пешком. Кстати, здесь 879 ступенек, но сейчас лестница для туристов закрыта. Hello. On behalf of the National Park Service, I would like to welcome you to the Washington Monument. Мы на высоте 152 метра. Город отсюда видно отлично. Его размеры лучше оценить со спутником. Вашингтон изначально задумывался как столица США. Предполагалось, что радиальная осевая планировка улиц и площадей идеально впишется в квадрат. Земли для нового города в конце 18 века выделили два штата – Мэриленд и Вирджиния. Но уже к середине 19 века Вирджиния решила вернуть назад свои территории. Квадрат развалился. И хотя в основном граница между Вашингтоном и штатом Вирджиния проходит по реке Потомак, некоторые улицы и мосты относятся теперь к разным федеральным субъектам. Смотровая площадка имеет 8 окон, по 2 окна с каждой из 4 сторон. Перед нами, мы на северной стороне находимся, как раз Белый дом. Но мы решили не встречаться сегодня с Трампом, потому что мы забыли костюмы дома, но погуляли возле Белого дома накануне. В этом году Белому дому исполнится 225 лет. Распорядился построить это здание первый президент США Джордж Вашингтон. И он стал единственным главой государства, который никогда здесь не жил. Просто он умер раньше, чем завершилось строительство. Белым домом это здание официально начали называть только через 100 лет после того, как оно было построено. Вначале название закрепилось в народе, а потом президент Рузвельт стал подписывать государственные документы, используя привычное теперь White House – Белый дом. Возможно, у этого здания
здания было бы и другое название, но в 1814 году британцы его подожгли. Оно почти полностью выгорело, остались только одни стены. После восстановления здание побелили, и оно приобрело привычный нам цвет. Практически каждый из президентов старался обновить интерьеры этого здания в соответствии с собственными представлениями о стиле, комфорте, безопасности и с учетом современных технологий. Например, Джексон провел первый водопровод, Рузвельт добавил западное крыло для офисов, а при Кулидже появился третий этаж. Обама установил новые солнечные панели и обновил компьютерное оборудование, Трамп недавно наполнил овальный кабинет золотом. Современный Белый дом – это 6 этажей, 4 наземных и 2 подземных, 132 комнаты, 412 дверей. Одних только ванных комнат здесь 35. И хотя этот особняк не продается, известные риэлторские компании оценивают его стоимость в $420 миллионов. Ну и последнее. Вместе с президентами в этом доме всегда жили не только их жены, дети, какие-то члены семей, но и домашние животные. Обычно это были кошки и собаки. Но здесь в этом доме бывали также барсук, медвежонок, змеи, крысы, львы, антилопы, енот, гиена, крокодил, карликовый бегемот и многие-многие другие. Экзотических животных президентам обычно дарили иностранные лидеры. Таких зверей через какое-то время отдавали в зоопарке. Животные, скажем так, попроще, жили на территории особняка в пристройках и иногда убегали. Известно, например, что Бенджамин Гаррисон и его помощники пытались как-то поймать козла, который выбежал через ворота и побежал по Пенсильвании-авеню. Об этом даже писали газеты, как президент бежал за козлом. Всего за 225 лет в Белом доме жило более 300 животных. Единственный глава Америки, у которого нет ни кошки, ни собаки, ни рыбки, ни черепахи, это, правильно, это Дональд Трамп. Мы все еще возле окон, которые выходят на север со смотровой площадки мемориала Вашингтона. Саша сейчас за камерой, и теперь моя очередь знакомить вас с городом. Если посмотреть в левый угол, то можно разглядеть кафедральный собор. Американский институт архитекторов ставит это здание на 11 место в списке выдающихся сооружений США. В пасхальную неделю заглянуть туда было бы вполне логично. Собор святых Петра и Павла занимает 7-е место по внутренней площади среди всех храмов США и 2-е среди всех кафедральных соборов в мире. Хотя он и является главным собором епископальной церкви США, у него официальный национальный статус. Храм задумывался как духовный центр для всех американцев, независимо от конфессии. Традиционно именно в этом соборе каждый новый президент, начиная с 1933 года, получает молитвенное благословение. Эта специальная служба проходит на следующее утро после инаугурации. А еще здесь проходят церемонии прощания с умершими президентами. Возведение собора в свое время одобрил Конгресс. Конгресс одобрил, но строительство осуществлялось исключительно за счет частных пожертвований. Мировые войны и Великая депрессия замедляли процесс строительства. В итоге последний камень был установлен в 1990 году. Это через 83 года после начала работ. Однако всего через 21 год собору потребовался масштабный капитальный ремонт. В 2011 году здание сильно пострадало от землетрясения в 5,8 баллов. Реставрационные работы проходят до сих пор и, по оценкам специалистов, закончатся только через 5 лет. Стоит сказать, что изначально собор строили по средневековым технологиям, без бетона и арматуры. И это, конечно, привело к серьезным разрушениям после землетрясения. При всей красоте собора и торжественности момента, а снимаем мы накануне Пасхи, оказались мы здесь по двум причинам, никак не связанным с верой. И первая причина находится снаружи здания. Для того, чтобы вы ее увидели, нам понадобится вся мощь объектива нашей камеры.
Да, вы не ошиблись, это голова Дарта Вейдера, культового персонажа медиафраншизы «Звездные войны». Что делает Дарт Вейдер на храме, спросите вы? Никакой особой функции этот гротеск не несет, он является лишь одобренным элементом украшения. В 80-х годах прошлого века во время строительства Северо-Западной башни был объявлен конкурс детских рисунков на лучшее украшение здания. Дарт Вейдер был в числе, кого выбрало жюри. Если присмотреться, на соборе очень много странных фигурок. Горгульи отводят дождевую воду от стен, а гротески привлекают туристов. У каждого своя работа. Вторая причина, по которой мы сейчас здесь, находится внутри храма. И она тоже связана с космосом. Среди 200 потрясающей красоты витражей, изображающих библейские события, вы можете не обратить внимания на скромную внешнюю композицию, которая называется «Космическое окно». Но некоторые приезжают в этот собор именно ради этого витража. Он посвящен исследованию космоса. Одна из деталей окна напоминает глаз, а своеобразным зрачком здесь является кусочек лунного камня, который астронавты миссии Аполлон-11 доставили на Землю в 1969 году. Те самые астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин, которые первыми побывали на Луне. В общем, если вы не верите в Бога, то этот потрясающий собор можно рассматривать с точки зрения научных достижений. Так близко к Луне, ну или хотя бы к ее части, мы еще никогда не были. Осталось сказать, что церковные службы в соборе проходят каждый день, и двери открыты для всех верующих. Ну а туристов тоже рады видеть между проповедями за $20. Мы по-прежнему на смотровой площадке, и окна, которые выходят на запад, позволяют нам увидеть мемориал Линкольну и зеркальный бассейн. Это одни из самых узнаваемых достопримечательностей города. Это величественное сооружение неизменно входит в десятку самых популярных туристических объектов страны. Мемориал работает круглосуточно, и в год его посещает практически 6 миллионов человек. Если вы хотите сделать красивые фотографии, чтобы в кадре не было случайных людей, приходите сюда после 10 вечера. Здесь будет практически пустынно, а специальное освещение создаст особую атмосферу, почти мистическую. Будете только вы и Линкольн. Высота статуи с учетом пьедестала практически 9 метров. А еще вы можете воспользоваться современными технологиями. В альтернативной вселенной человечество явно сбилось с пути. А в нашем мире 16-й президент Америки Авраам Линкольн, согласно многочисленным опросам, до сих пор остается самым популярным президентом страны. Именно под руководством Линкольна Север победил в гражданской войне южан. И это, в свою очередь, ускорило процесс отмены рабства в стране. Через 5 дней после капитуляции конфедератов Линкольн был убит. Сразу после его смерти высказывались многочисленные требования увековечить память лидера страны, который расширил полномочия федерального правительства, модернизировал экономику США и сыграл главную роль в отмене рабства в Америке. Мемориал строили 8 лет, и сейчас он символизирует единство нации, свободу, равенство и является отличной декорацией для фильмов о патриотизме и силе духа. My name is Forrest Gump. Forrest Gump! С этой статуей связано несколько городских легенд. Согласно одной, на затылке статуи Авраама Линкольна изображено лицо Роберта Эдварда Ли, который был генералом и в войне севера и юга воевал за южан.
По другой легенде, руки президента сложены таким образом, что в американском жестовом языке изображают английские буквы A и L – Авраам Линкольн. Подтвердить или опровергнуть эти предположения мы не сможем, но зато сейчас мы с вами найдем ошибку, которая сделана в тексте, расположенном на северной части мемориала. Здесь выбита речь, которую Линкольн произнес, когда второй раз вступал в должность президента США. Обратите внимание на английское слово future – будущее. Изначально резчик вместо английской F разместил I. Лишнюю черточку замазали, но исправление все равно видно. Памятник в виде древнегреческого храма полон тайны символизма. Рассказывая о нем, обязательно стоит упомянуть, что именно здесь проходят массовые акции протеста и митинги за гражданские права. Самый большой митинг возле этого мемориала состоялся в 1963 году. Он собрал 250 000 человек. Тогда Мартин Лютер Кинг произнес знаменитую речь «I have a dream» – «У меня есть мечта». Однажды мы будем жить в стране, где о людях будут судить не по цвету кожи, а по их характеру. У меня есть мечта. Сейчас мемориал Линкольну реконструируется. В следующем году, к 250-летию подписания Декларации независимости, в подземной части комплекса откроются музей, мультимедийная выставка и книжный магазин. Стоимость проекта $69 миллионов. Продолжаем смотреть на столицу США с высоты 152 метров. Как вы понимаете, сам мемориал находится выше смотровой площадки. Это 17-метровая каменная пирамида. Ну а на ее вершине находится небольшая 22-сантиметровая алюминиевая пирамидка. Почему алюминий? Дело в том, что во время строительства этого обелиска алюминий был очень дорогим и редким металлом. Он был дороже золота и серебра. Небольшая пирамида символизировала технологический прогресс и являлась крупнейшим в мире алюминиевым слитком. А еще алюминиевая пирамида служит громоотводом, защищая монумент от ударов молний. Давайте заглянем в окна, которые выходят на восток. Отсюда можно увидеть Капитолий, Национальную аллею и многочисленные музеи Смитсоновского института. В Капитолий, как и в Белый дом, можно попасть на экскурсию. Для этого гражданам США нужно обратиться к членам Конгресса от штата, в котором они проживают, а иностранным туристам в посольство своих стран в Вашингтоне. Заявки рекомендую подавать за пару месяцев до желаемой даты посещения объектов. Вы побывали в Национальном музее авиации и космонавтики. Это самый популярный музей Вашингтона. В год его посещают более 3 миллионов человек. Вход сюда, как и в большинство популярных мест Вашингтона, бесплатный. Вам всего лишь нужно забронировать билеты на сайте музея. Это самый большой музей в столице США. Здесь всегда многолюдно. И, к сожалению, провести ночь в музее, как это было в известном фильме, у вас не получится. It's made out of spruce and canvas and good old-fashioned American ingenuity. Are you coming or what? Hang on, Mr. Daly. Things are about to get interesting. Think again, boys. Именно этот самолет вы только что увидели. На нем братья Райт совершили первый в мире контролируемый полет. И это не копия, самолет настоящий. За моей спиной командный модуль «Аполлон-11». Этот космический аппарат доставил на Землю астронавтов первой лунной миссии. Помните наш рассказ про кафедральный собор? Так вот, этот аппарат также доставил лунный камень, который в данный момент украшает один из витражей собора. Любопытный факт. Нил Армстронг, который вернулся на Землю в этом модуле с 2 другими астронавтами, взял с собой на Луну крохотные фрагменты первого самолета, который нам уже знаком. Самолета братьев Райт.
Это был символический жест, связывающий эпоху первых полетов с эпохой освоения космоса. Армстронг считал, что братья Райт заложили основы для всех последующих достижений в космосе, включая его собственный шаг на Луне. Сегодня мы хотели показать вам самый старый экспонат музея, которому 3,7 миллиардов лет. Это лунный камень, который был доставлен на Землю миссией Аполлон-17. К сожалению, та часть выставки закрыта, и возможности потрогать Луну у меня сегодня нет. Однако мое персональное расстояние до Луны сократилось сегодня до, может быть, 3 сантиметров. Да, по-видимому, до 3. Осталось добавить, что экспозиции Музея авиации и космонавтики постоянно обновляются. Например, в следующем году здесь откроются 12 новых галерей. Ну что ж, мы находимся возле окон, которые выходят на юг. Из них мы можем разглядеть мемориалы, посвященные Рузвельту, Джефферсону, Кингу, также реку Потамак. Но мы пойдем другим путем. Где-то там, в южной части города, нас ждет моя фейсбучная подруга Карина. С ней-то мы и встретимся. Ну а на смотровой площадке мы завершили работу, и пора спускаться вниз. Did you know George Washington was 6'4"? If you are of a similar height or taller. С Кариной у меня несколько месяцев фейсбучного знакомства, а в реале это была наша первая встреча. Мы находимся на верфи, район, да, называется The Wharf. Привела я вас сюда, потому что для меня он является символом Вашингтонского ренессанса. Говорю строго про город, про DC. Не про тот ренессанс, не про тот декаданс, который у нас происходит в Вашингтоне сейчас. На самом деле здесь была абсолютная пустошь вообще. Ну, я не знаю, слово на букву Г можно говорить? Гетто? Гетто. Я спас тебя. Спасибо. Да, ничего не было. Вот я приехала в 2015 году, нифига здесь не было. Был вот один рыбный рынок, он был в 3 раза больше, чем сейчас, и все. И потом в 2017 году они открыли первую фазу. Вот, наверное, вот это было, да, первая. Потом 2-я и 3-я, и это гигантская набережная. А что сейчас здесь находится? Все, рестораны, отели, концертная площадка. Кстати, а там район находится Анакостия, через реку, вот туда немного. Там уже не самый благополучный, там стреляют. Вот было в Вашингтон-Пост тоже писали, там за какой-то уикенд, типа там 3 убили, 18 случаев стрельбы. Кошмар, не все благополучно, да. Только мы поговорили о неблагополучности отдаленного района, как место, в котором мы находились, тоже начало выглядеть подозрительно. Большое количество полицейских вокруг ничего хорошего не обещало. А я вот у них спрашиваю, вот они точно скажут. Hey guys, do you know what's going on here? The police won't tell me. No, sorry, not for this, not for the camera. Yeah, okay, what's going on? Why the police? It's because, you know, somebody... Что тебе сказали? Значит, они говорят, что полиция здесь из-за них охраняет, потому что какой-то big event. Я говорю, какой event? Я не знаю, я просто здесь. Совершенно очевидно, что они пришли на этот event. Они в масках некоторые и так далее. Ну что это такое? Они не говорят. Но девчонка, когда начала с ним говорить, типа, она была очень, все записано, что негативно. Типа, вот полиции не нравится, что мы здесь собрались. Ну, типа, черная полиция. Не знаю, ребят, что-то какая-то заваруха будет. И заваруха действительно случилась, но уже после того, как Карина довезла нас до гостиницы. Из новостей мы узнали, что к полуночи на набережной собралось еще больше подростков, и не обошлось без драки. В итоге 5 человек арестовали за нарушение общественного порядка, а 1 за нападение на полицейского. Общение с Кариной вчера было таким динамичным, что мы даже не уследили, каким образом вокруг нас оказалось так много полицейских. И все закончилось тем, что мы быстренько сели в машину, и Карина повезла нас до гостиницы. Карин, как мы могли с тобой не попрощаться на камеру? Ну, ты всегда в нашем сердце, и сегодня мы в ресторане, о котором ты сказала, когда подвозила нас в гостиницу. Сегодня мы решили пообедать в одном из ресторанов здания отеля Waldorf Astoria. Когда-то давно это было здание почты, а затем в 2013 году Дональд Трамп купил это здание, превратил в отель. Ну а спустя 9 лет, в 2022 году, сеть отелей Hilton выкупила этот отель и переименовала его в Waldorf Astoria.
Вот и подошли к концу наши выходные в столице США. Разумеется, мы рассказали не о всех удивительных сооружениях этого города. Информации так много, что хочется напоследок кинуть еще пару фактов. Мемориал Вашингтону, который помог нам совершить экскурсию по этому городу, весит 91 тонну, что примерно 15 200 слонов. А еще, возможно, вы обратили внимание на цветовые отличия этого монумента. Выделяют как минимум одну границу. Это связано с тем, что был перерыв в строительстве мемориала, и камни для облицовки брались из разных карьеров. Теперь вы и сами можете проводить экскурсии по этому городу. Ну и если у вас будет возможность выбирать, в какой из сезонов посетить Вашингтон, я думаю, что предпочтительнее остановиться на весне. В это время года здесь особенно красиво. На этом у нас все. Большое спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Встретимся в наших новых программах. Пока.